Здравствуйте, мои дорогие овны! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака на 2026 год, а именно расклад 12 домов на 2026 год, потому что расклад на 12 месяцев я уже делала, а сейчас мы делаем на 12 домов, чтобы посмотреть основные сферы жизни, да, и какие они у вас будут, соответственно, каким образом у вас будут происходить основные события, ключевые в отношениях, в вопросах любви, допустим, или отношениях с близкими, также о работе, финансах, здоровье, возможно, какие будут ваши достижения, цели, будут ли они достигнуты, соответственно, и какие будут успехи в этом году, а также опасности возможные переживания, которые здесь тоже у вас могут быть. Давайте посмотрим, каких сфер они могут коснуться. Итак, овны, расклад на 2026 год для вашего знака зодиака. Напоминаю, пока перетасовываю колоду и завершаю, соответственно, да, перетасовывание. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение ваше. Я вам постараюсь ответить. Итак, знак Овен. Давайте посмотрим, что же готовит вам 2026 год. Первый дом, второй дом, третий дом, четвертый, пятый, шестой и седьмой, восьмой, девятый, десятый. Смотрю, все ли карты помещаются. Так, 11 и 12. Также дополнительно я еще достаю несколько карт. Я разъясню их значение. Так. Итак, смотрим, что же у нас есть. Что первое у нас есть? У нас есть карта принцессы Пентакли. Это первая карта, которая у вас выпадает, овны. О чем она вам говорит? Она говорит о том, что, ну, собственно, да, вы будете проявлять себя по этой принцессе или по пажу Пентаклей, потому что эта карта, она здесь олицетворяет ваши качества личности, ваши качества в этом году, которые вы будете проявлять по максимуму. То есть вы будете, в принципе, в этом году готовы по принцессе Пентаклей, возможно, чему-то учиться, возможно, вы будете очень терпеливы, очень спокойно выполнять какие-то свои дела или задачи, вы будете здесь настроены на то, чтобы возможно, да, использовать какие-то возможности, какие-то шансы, которые вам даются, какие-то предложения, которые вам даются в этом году. То есть постарайтесь их не упустить, если вам стучится в дверь какая-то ценная возможность или какое-то предложение, вы его, соответственно, не упускаете, что, в принципе, неплохо для вас. Сейчас, секундочку, немножечко отвлекусь. Что, в принципе, достаточно неплохо для вас. Сейчас. В принципе, эта карта, она хоть и в целом говорит, допустим, про представителей знака земной стихии, но вот вы будете проявлять качество такой натуры, земной натуры, которая настроена на какие-то долгие, длительные отношения с людьми, может быть, да, и построение с ними крепких, прочных отношений. А также вы будете здесь в целом настроены на то, чтобы спокойно, терпеливо выполнять какую-то работу, какие-то задачи, которые вам даются. То есть вы здесь не торопитесь, вы здесь очень планомерно выполняете все, что вам необходимо будет здесь делать. Вы готовы здесь будете как-то учиться, получать новые знания, возможно, углублять свои знания в каких-то вопросах, возможно, ходить на какие-то курсы, на какие-то семинары или какие-то тренинги, для кого это будет важно. Также такое, в принципе, может здесь происходить. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть у вас. То есть в целом, вот, да, как мы уже разобрали с вами, основное здесь будет по этой карте проявление ваше в 2026 году. Это необходимость быть практичными такими, как-то реалистично очень
подходить, возможно, к тем делам, которыми вы занимаетесь, такие более приземленные будете, то есть меньше огня, больше какой-то стратегии в вашей жизни будет здесь присутствовать. Также вы здесь будете очень настойчивы в том, что вам нужно, то есть очень старательны будете и будете здесь хорошо планировать всю вашу работу, все ваши дела, тщательно готовиться к чему бы то ни было, да, если что-то серьезное должно происходить в вашей жизни, то есть вы очень ответственными будете. Это то, как вы себя здесь проявляете, как вы себя показываете. Дальше идет восьмерка пентаклей. Вот восьмерка пентаклей у вас выпадает на второй дом. А второй дом — это дом финансовой сферы, это дом, по которой, да, по этой карте вы можете сказать, что это то, что вам принадлежит. То есть это ваше материальное благополучие, это ваша материальная составляющая. И у вас еще и такая хорошая карта выпадает, восьмерка пентаклей, которая в целом-то говорит о том, что вот в плане финансов, в плане материального именно, да, на который выпадает эта карта материального, будет очень хорошее, собственно, да, хорошее значение и хороший период для вас, потому что это период такой продуктивной работы и, возможно, развития серьезно так профессиональных навыков, может быть, вашего карьерного роста значимого. Вы можете опять-таки здесь учиться новой профессии, как я уже говорила, вы готовы будете обучаться чему-то, если в этом есть какой-то резон, да, если вам хочется что-то новое освоить или повысить квалификацию в своем деле, в своей профессии. То есть вы здесь очень трудолюбивы, и это ваше трудолюбие, оно приносит вам деньги, приносит финансы. То есть это какой-то стабильный для вас доход, но через честный, упорный труд, через желание и возможность развиваться, трудиться. Да, то есть, возможно, для этого успеха будущего готовность здесь прикладывать определенные усилия. Восьмерка пентаклей. Следующая карта у вас выпавшая на третий дом, соответственно, это карта, которая показывает вашу связь с окружающими. И вашу связь с окружающими здесь имеется в виду и члены семьи, и близкие родственники, и друзья. И здесь вот в целом по карте дьявола, если мы говорим, к примеру, про отношения как таковые, да, потому что может речь идти здесь про общение в паре, про отношения близкие ваши в паре, то есть какие-то любовные отношения, то по карте дьявола здесь такое, знаете, двоякое. Если вы в паре уже сейчас находитесь, то здесь может быть такой период для вас чуть ли не одержимости партнером, когда вы будете проявлять много страсти, много огня, много пылкости, много влечения, и к вам, соответственно, тоже может быть такое проявление какой-то сильной привязанности в этот период времени, как будто вы вот связаны какими-то здесь какими-то страстями, да, страстью, влечением, либо какими-то обязательствами тоже. Поэтому карта дьявол. Карта дьявола, она в целом, да, если отношения, допустим, новые, либо отношения есть, уже вы в паре находитесь, но они, может быть, не самые идеальные, то здесь могут быть манипуляции. Если новые отношения, нужно быть осторожнее, чтобы не познакомиться с таким манипулятором или не построить токсичные отношения, чтобы не повторить какие-то старые, уже неудавшиеся, возможно, схемы, которые вы проходили. То есть вы здесь должны все-таки разумно подходить к построению отношений, чтобы не попасть на какого-нибудь там чрезмерно одержимого вами человека или человека, который хочет поверхностные какие-то связи создать без эмоциональной близости, а просто вот на физической составляющей. Если здесь отношения в паре, то да, сильная может быть привязанность, связь, но также и тоже какие-то конфликты, разногласия, которые могут возникать, если кто-то будет пренебрегать чувствами, может быть, партнера, да, и ставить себя превыше партнера в этих отношениях. То есть нужно все-таки быть здесь чуть-чуть более внимательными к тому человеку, с которым вы находитесь в отношениях. С друзьями, с близкими здесь могут возникать конфликтные ситуации, особенно если здесь кто-то пытается действовать в угоду себе, может быть, чтобы потешить свое тщеславие, могут какие-то вот такие негативные здесь черты характера проскакивать, которые будут вызывать определенные разногласия, да, ну, нужно будет здесь быть тоже осторожным, ну и не попадать под чье-то влияние, под чью-то манипуляцию, под чью-то указку, не скакать, да, то есть здесь вот тоже такая ситуация может быть. Даже еще, кстати, один момент, эта карта еще в третьем доме может показывать и на путешествия. Да, то есть это, в принципе, ситуация, где вы можете еще и
Почему путешествия сюда попадают? Потому что окружение, знакомство, да, в путешествиях тоже вы знакомитесь с новыми людьми. И здесь нужно быть осторожнее, потому что в путешествии вы можете где-то в каком-то, да, в какой-то дороге можете познакомиться с человеком, который, возможно, будет не совсем позитивно на вас влиять и может оказывать какое-то такое вот влияние, как по дьяволу, связующее или вызывающее у вас какие-то негативные ваши проявления, да, черт характера. Дальше идет карта шута, карта обнуления, карта нового начала. Выпадает она на 4-й дом. И 4-й дом традиционно это дом, который отвечает за отношения с родными, непосредственно с семьей, с близкими. И здесь вот если мы говорим про отношения с родными, то есть какие-то вопросы дома, кто-то может ехать здесь, там, не знаю, домой, где вы жили раньше, или где живут ваши родители, где есть ваши родственники. Возможно, здесь вы ну, не знаю, может быть, вы ждете здесь, что к вам приедут ваши дети, к примеру, потому что здесь все-таки про возможность какой-то поездки. Речь идет по карте шут, когда легко принимается решение, допустим, о поездке, легко, спонтанно, даже где-то, может быть, импульсивно, не продумывая детали поездок, вы можете куда-то здесь ехать, либо ждете такого человека к себе в гости. В целом, если опять-таки говорить про отношения здесь с близкими, то здесь, может быть, знаете, будет ситуация, где вы отбрасываете рутину, где вы предпринимаете какие-то попытки разнообразить будни, возможно, принимаете решение там опять-таки со своей семьей взять куда-то уехать спонтанно, или принимаете решение какое-то такое вот как будто, знаете, стать ребенком на время. То есть, не знаю, даже вот просто вот как-то по-другому провести ваши будни там или ваши выходные, вот что-то такое новое привнести в вашу семью или в ваши отношения с близкими. То есть как-то вот в такой игровой, может быть, форме как-то непосредственно, может быть такое для вас здесь в целом. Также, если мы говорим про отношения в паре, да, которые могут стать семьей, соответственно, тоже, то здесь может быть переход на новый уровень отношений, когда вам кто-то делает предложение, и вы можете неожиданно его получить и перевести отношения на совершенно другой, качественно новый уровень. Опять-таки, этот шут, он несет легкость, он несет беззаботность, но и также он может показывать определенную нестабильность и нежелание, может быть, брать на себя какие-то серьезные обязательства. То есть, опять-таки, такая позиция ребенка. Поэтому в отношениях с близкими, семьей, вот эта игривость, дурашливость, возможно, у вас возникнет желание здесь быть таким ребенком своего рода, ну, как-то, да, не отвечать за свои поступки и действия. Поэтому вот она, карта шута, может иметь такое значение здесь также. Дальше идет карта 5-го дома. В 5-м доме у вас выпадает 9 жезлов, карта, которая еще называется раненый воин, да. И вот она в 5-м доме показывает ваше самовыражение и возможность проявить себя. Но вот вы здесь можете хорошо реализоваться через работу, через настойчивый труд в каком-то вопросе, в каком-то деле, где вы хотите довести какие-то начатые дела до конца. Может быть, вы здесь с напором, с настойчивостью, такой, с терпением выполняете какую-то работу, хоть она может даваться вам достаточно непросто. Опять-таки отсылка к работе, к делам, желание здесь по этой карте проявить себя, именно реализовать себя скорее в профессиональной сфере, возможно, в каком-то завершении важного проекта или какого-то преодоления карьерного испытания, когда вы вот устали от долгой работы, но вы понимаете, что еще чуть-чуть, и вы добьетесь хорошего результата и успеха. То есть здесь может быть такая финансовая стойкость, которую вы получаете, и самовыражаетесь как раз через вот эту вот работу, которую вы выполняете. Дальше идет карта туза жезлов, карта, которая у вас здесь есть на дом 6, простите, то есть на ваши будни. Карта туза жезлов про импульсивность тоже, про какие-то быстрые спонтанные решения. Она говорит о том, что вы здесь можете, знаете, как будто бы хотеть каких-то значимых перемен в вашем быту, в ваших обычных будничных делах. Кстати, поэтому и карта шута здесь тоже, да, у вас выпадала, когда вы готовы здесь совершать какие-то такие рискованные действия, какие-то здесь по тузу жезлов пришедшие вдруг вам идеи, которые вас вдохновляют, и вот вам хочется
реализовать весь свой потенциал, эти возможности, которые у вас скрыты, да, и, соответственно, вы здесь к какому-то такому вот импульсу готовы, то есть осуществлению каких-то ваших идей, каких-то ваших мыслей. Здесь достаточно неплохая такая карта, потому что, ну, она тоже может показывать как новый этап для вас, новый этап, новые какие-то привычки, которые у вас появляются в ваших буднях, какие-то идеи, которые вас вдохновляют. То есть очень хорошая достаточно карта для новых начинаний для вас. Следующая карта у вас карта восьмерка кубков. И вот восьмерка кубков на седьмой дом. А седьмой дом — это партнерские отношения, это партнерство. Партнерство может быть разное. Это может быть партнерство в рабочих каких-то отношениях, а может быть партнерство в отношениях в паре, да, в союзе, в отношениях с близким человеком. И вот по восьмерке кубков, если мы говорим, допустим, про отношения партнерские именно в работе, да, то есть в отношениях с коллегами, допустим, по работе, то восьмерка кубков, вот она такая, знаете, здесь человек, который разворачивается спиной, уходит, отворачивается, что-то отпускает, поэтому вот в профессиональной сфере, в работе, возможно, у вас здесь может возникнуть желание оставить какую-то свою одну работу, начать что-то другое, возможно, действительно научиться чему-то новому или какой-то новый навык освоить, или новую профессию, не знаю, да, изучить что-то новое для вас, возможно. Но здесь, так как у вас все-таки вот такой акцент на работу есть, но не думаю, что здесь прямо оставлять работу, да, возможно, здесь переход на какой-то другой этап, может быть, или на уровень в вашей работе. Возможно, здесь есть готовность ваша отказаться от каких-то материальных благ для там высоких целей в вашей карьере, к примеру. Также здесь, возможно, вам нужно будет прислушиваться к своей интуиции, когда вы принимаете любые решения, карьерные, рабочие, где задействованы ваши партнеры по работе. То есть вы здесь стараетесь все-таки быть очень интуитивными, чтобы не разочароваться лишний раз в каких-то рабочих моментах здесь в отношении, да, ваших коллег. Также, если говорить, допустим, про отношения в паре, потому что это партнерские отношения и в паре тоже может быть, то здесь, знаете, может быть период таких размышлений о будущем ваших отношений, понимание того, что, возможно, ну, не все так прям замечательно, здорово, что есть какие-то и сложности, трудности, которые вас разочаровывают, но вы постараетесь здесь эти вопросы все-таки решить, потому что вы цените отношения свои, вы здесь, если это отношения уже стабильные, которые есть, скорее всего, постараетесь от этой эмоциональной какой-то усталости уйти и как-то решить эти вопросы свои, да, то есть эмоционально исцелиться. В целом, если это одинокие овны, да, смотрят, то здесь в целом может быть опять-таки период, когда вы не торопитесь строить отношения, когда, возможно, вот с картой дьявола вы либо знакомитесь с кем-то новым, но понимаете, что эти отношения токсичные, что человек пытается каким-то образом вами управлять, манипулировать, и вы можете от этих отношений вовремя как будто уйти. Либо в отношениях в паре, в которых вы есть, да, может быть ситуация, где вы чувствуете какой-то абьюз или какую-то рутину, которая вас подавляет, может быть, да, и расстраивает, разочаровывает, тоже вам не нравится, то, что вы чувствуете какую-то обязанность, что ли, да, и вот эти вот оковы, которые на вас накладываются этой рутиной каждодневной. Хотя, ну куда без этого, да, все мы выполняем какую-то каждодневную рутинную работу, это нормально. Дальше идет карта четверка кубков. Четверка кубков у вас здесь выпадает на восьмой дом. А восьмой дом — это в целом-то либо сфера каких-то опасностей, то есть вы боитесь, если про опасности говорить, боитесь какой-то, знаете, боитесь возможности, которая вам здесь дается. То есть вам дается какое-то предложение, а вы по этой четверке кубков переживаете, думаете, что это не для меня, возможно, это не совсем хорошее для меня предложение, я его, наверное, не буду принимать, оно мне не нужно. То есть вы как будто бы здесь разочарованы, и вы не хотите принимать новые возможности, потому что вы заняты каким-то поиском смысла, духовными поисками того, что с вами уже произошло, и пытаетесь разобраться в себе, разобраться в своем отношении к тому, что уже с вами произошло, допустим, да, и поэтому можете упустить какую-то возможность, потому что вы можете быть невнимательны к новым предложениям. Но также здесь опять-таки опасность есть. Какая? Я думаю, что не опасность самого предложения, а опасность упустить это предложение, упустить действительно что-то для вас стоящее и ценное. И также это еще и
дом, этот восьмой дом, это дом сексуальной сферы. Поэтому в целом можно по этой четверке кубков, в целом можно говорить также еще и о том, что, ну, если это, к примеру, одинокий человек, да, там Овен одинокий, то, возможно, вы здесь упускаете возможность новых отношений, потому что либо вы считаете, что они вам не подходят, либо вам человек этот безразличен, и эти новые предложения, они могут остаться вами незамеченными. Опять-таки, насколько это, ну, это скорее опасность, да, упустить такие отношения. Хотя, с другой стороны, для одиноких восьмерка кубков, карта дьявола, может быть и неплохо, да, какие-то здесь отношения, возможно, токсичные или не совсем вам подходящие, и правда упустить, да. Дальше идет карта короля жезлов, король жезлов, карта, которая здесь на 9-й дом у вас выпадает. И 9-й дом — это сфера личного роста, это вопросы духовного роста, возможно, именно внутреннего роста, да, то есть здесь скорее не про профессию, не про карьеру, хотя тоже карта, знаете, жезлов больше говорит именно про работу для меня, но вот по королю жезлов здесь, если говорить про личностный рост, про какое-то духовное развитие, возможно, то здесь можно говорить о том, что вы вот в плане духовности, вы здесь будете духовно зрелыми, вы будете способными быть таким духовным лидером, к тому же карта вашего огненного знака, вы сможете быть наставником для других людей, возможно, будете способны передавать даже какие-то знания, чему-то учить других людей, вдохновлять других людей. То есть достаточно неплохая карта ваша здесь по карте короля жезлов проявить по максимуму свой вот этот потенциал духовного роста и развития. Дальше идет карта Верховная Жрица, и вот она, Верховная Жрица, которая выпадает у вас на 10-й дом, а 10-й дом — это дом, который отвечает за карьерный рост, и вот в плане карьерного роста, каких-то новых достижений для вас, каких-то здесь вот вопросов, опять-таки, работы, да, работы, карьеры, вашей реализации, то по Верховной Жрице в плане работы и в плане карьеры, ну, здесь скорее, знаете, можно говорить о том, что вам нужно будет очень быть, опять-таки, интуитивными. Вам нужно будет перед принятием любых решений, важных решений, хорошо изучать ситуацию, потому что какая-то информация от вас может быть скрыта или какие-то возможности от вас могут быть скрыты, и они потом открываются. И также здесь, возможно, будет такой, знаете, в плане, ну, если мы говорим о какой-то работе, которая связана с работой с людьми, там, не знаю, психологи, допустим, или вот какие-нибудь социальные работники, или вот кто-то, вот, кто занят общением с людьми, кто может хранить их секреты, тайны, что-то вот делать с ними, какую-то работу вести, соответственно, не разглашая окружающим особенно свои дела и действия, то здесь может быть хороший рост карьерный, какой-то хороший достаточно период, благоприятные для именно таких сфер занятости по Верховной Жрице. То есть психологи, не знаю, психиатры какие-нибудь, здесь люди, как я уже говорила, соцработники, может быть, даже и какие-нибудь врачи, не знаю, то есть что-то связанное с людьми может действительно иметь хороший карьерный рост и развитие. Но вот в целом, в плане, опять-таки, финансов нужно быть осторожнее и не разглашать свои финансовые дела, не рассказывать свои планы, возможно, какую-то свою задумку, которую может кто-то у вас похитить, поэтому нужно все-таки действовать более так осторожно и скрытно, возможно, касаемо вашей работы. Дальше идет карта девятка пентаклей. Девятка пентаклей, карта на 11-й дом. 11-й дом здесь в данном случае, да, в этом раскладе говорит о надеждах, о планах, о, возможно, новых друзьях. Новые друзья, скорее всего, если вы их заводите, то они будут соответствовать вашему уровню, вашему достатку, вашему статусу. Если говорить о надеждах и планах, то опять-таки вы здесь хотите вот таким вот человеком быть успешным, который многое себе может позволить, который, может быть, многое себе может приобрести, да, потому что позволяет материальная составляющая, которая может себя порадовать здесь какими-то вещами. То есть девятка пентаклей достаточно неплохая, вы действительно можете реализовать свои надежды, вы можете реализовать свои планы, получить какой-то финансовый, не знаю, там какой-то дополнительный бонус, какое-то вознаграждение, может быть, успешно завершить какой-то вопрос или какое-то дело и осуществить таким образом ваши планы, решить ваши задачи, да, это будет
как, знаете, закрыть какие-то ваши планы, получить за это определенное вознаграждение, возможно, какое-то финансовое, да, получить деньги. И дальше идет принц мечей, карта 12-го дома. Это карта каких-нибудь скрытых тенденций, может быть, возможностей и сил, которые у вас есть. По принцу мечей у вас есть здесь прям такая тенденция проявлять себя. Здесь, возможно, вы можете реализовать свои планы как раз через такую напористость, настойчивость. Здесь, возможно, нужно быть менее конфликтными, но при этом стараться все-таки добиваться поставленных целей для того, чтобы, да, преодолевать какую-то конкуренцию, для того, чтобы открывать закрытые двери, для того, чтобы преодолевать трудности в целом. То есть показывать свой характер, если это будет необходимо. Следующая карта у вас карта принцессы Пентаклей. Здесь вместе с отшельником. Отшельник рядышком здесь с ней находится. Собственно, это карта, которая показывает, как вы будете показывать себя в отношениях с окружающими. То есть вы будете здесь по отшельнику, возможно, показывать, что вы увлечены каким-то делом, какой-то работой, скрупулезной. Вы будете здесь показывать, что вы заняты изучением какого-то важного вопроса для вас по отшельнику. Возможно, вы даже будете показывать, что вы отказываетесь от каких-то земных благ, каких-то вот суетных таких вещей, которые просто вам здесь не нужны для какой-то более высокой цели. То есть вы показываете себя таким вот здесь человеком, который мудрый, который принимает какие-то разумные, мудрые, правильные решения, который очень терпеливый, который готов чему-то учиться, опять-таки, понимает, что в чем-то, возможно, будет медленный прогресс, медленное развитие, но действовать будете осторожно, действовать будете обдуманно, очень глубоко анализировать и планировать, стратегически планировать, возможно, то, что вы делаете. Опять-таки, время для обучения, может быть, или каких-то исследований, не знаю, написания диссертации для кого-то. То есть какая-то такая вот ситуация, где вам нужно будет концентрироваться, может быть, уединиться здесь, может быть, найти себе такого учителя или наставника, какого-то консультанта или эксперта в своей области, когда вы сможете получить какие-то знания от такого человека, вот, и, соответственно, потом тоже делиться этими знаниями или по карте отшельника таким образом себя показывать. Карта восьмерка мечей. Здесь как кармическая ситуация, от которой вы пытаетесь уйти или, возможно, решить какие-то моменты, где вы были вот в чем-то как не уверены по восьмерке мечей, что-то было в вашем сознании такое, что заставляло вас, может быть, не делать важных шагов каких-то решающих или действовать легкомысленно, то есть вы себе не позволяли. По восьмерке мечей у вас были для этого какие-то причины, были какие-то ваши страхи надуманные, возможно, скорее больше надуманные страхи. И здесь вы постараетесь, скорее всего, преодолеть эти страхи, вы постараетесь выйти из этих ограничений, шагнуть в пустоту, в неизвестность по шуту, потому что вы стараетесь как-то преодолеть эти воображаемые барьеры, а может быть и реальные барьеры. Возможно, у вас было какое-то ранее чувство безысходности или негативного мышления, от которого вы стараетесь уйти. Вы стараетесь здесь уйти от страхов, тревожности, вы стараетесь уйти от изоляции, да? То есть вы не хотите изолировать себя, вы хотите общаться с другими людьми, видеть что-то новое, узнавать что-то новое, шагнуть в что-то новое в вашей жизни здесь. И вам очень хочется в этот период, именно в 2026 году, это, соответственно, сделать. И четверка жезлов, которая здесь вот тоже у вас есть рядышком с восьмеркой кубков. Четверка жезлов в данном случае это карта, которая здесь показывает больше, знаете, как взаимодействие, опять-таки, с другими людьми. То есть она показывает, что вы, вот овны, ищете в своих партнерах, в отношениях. Для вас важны будут в отношениях стабильность, настроенность на какие-то серьезные отношения, которые будут иметь хорошую перспективу дальнейшую. Возможно, вы здесь настроены на отношения, в которых вы сможете доверять человеку, захотите, не знаю, с ним съехаться, вместе жить, захотите с ним создать семью. То есть это то, что вас интересует в отношениях и в рабочих тоже. То есть желание стабильности, гармоничности какой-то, знаете, в работе, вот, чтобы достигать совместных успехов или завершать какие-то проекты совместно. То есть вы хотите такой стабильности, прочного фундамента. Неважно, партнерские отношения, опять-таки, это рабочие или в каком-то близком отношении, да, любовные отношения. То есть вам хочется больше радости, вам хочется больше баланса в этих отношениях и безопасности, чтобы вы не чувствовали обмана или не чувствовали какого-то подвоха, чтобы
чтобы вы не чувствовали, что есть какая-то, да, по карте здесь 8 кубков, какая-то тень сомнений, недоверий, которая может быть здесь с этим человеком, да, допустим. То есть вам хочется вот такой стабильности. Дальше у вас 10 мечей, которая выпадала здесь на вот эту верховную жрицу, и, соответственно, это то, к чему вы стремитесь. Вы стремитесь завершить какую-то некомфортную для вас ситуацию по 10 мечей. 10 мечей — это последняя карта в числовых арканах, соответственно, да, то есть в младших арканах. И по 10 мечей можно говорить о том, что вы хотите завершить какую-то стрессовую для вас ситуацию или какой-то период, который вас утомил, от которого вы могли очень сильно уже устать. То есть вы как будто бы поняли, что это вот самая низкая точка, вы уже больше не имеете сил, возможно, да, здесь продолжать какой-то негативный паттерн, и вам хочется здесь уйти от какого-то негативного цикла, как будто завершить этот цикл и уйти от этой ситуации, освободиться от нее и начать новый период. Вот она опять-таки карта шута, да, уйти от этого состояния. Возможно, состояние, где вы кому-то не доверяли, карта опять-таки возле верховной жрицы у вас, да, когда вы чувствовали, что есть какой-то обман, подвох, где какие-то тайные интриги ведутся, соответственно, в вашем отношении. Дальше у вас идут следующие карты. Следующая карта у вас — это 8 жезлов и 7 кубков. И вот 8 жезлов, она о том, что, вот знаете, готовит вам 2026 год в целом как основной тон. Быстрые события, стремительные события, которые будут у вас происходить, быстрые значимые перемены, которые будут у вас, соответственно, здесь происходить по 8 жезлов. Вы будете здесь находиться в постоянной динамике, вам не будет скучно однозначно по этой 8 жезлов. Вы сможете заводить новых друзей, новые знакомства какие-то. И в целом здесь будет такой прорыв для вас, когда вы будете преодолевать какие-то паузы, когда вы будете здесь коммуницировать с другими и обмениваться с другими людьми быстрой информацией, может быть, куда-то ехать, путешествовать. Это тоже, кстати, карта перелетов каких-то, то есть быстрых перемещений в пространстве. Вы будете получать много новостей, много хороших, вероятно, известий, которые у вас будут. И также вам нужно будет быстро принимать решения, делать какой-то выбор. И тут же еще и 7 кубков у вас рядышком выпадает. И, собственно, эта 7 кубков, она показывает, что, собственно, вас удивит. А удивит, возможно, что реализовываются какие-то ваши мечты или планы достаточно быстро по 7, что есть много вариантов, оказывается, много возможностей для развития или для каких-то ваших здесь возможностей, опять-таки, которые можно реализовывать в плане работы или в плане отношений. Да, если вы одиноки, что, оказывается, есть много людей, которые вас могут заинтересовать, и вы можете строить с ними отношения, или там в плане работы. Да, если вы начинаете какое-то новое дело, там чему-то новому учитесь, то оказывается, ой, а еще есть столько интересных есть сфер деятельности, да, которые могут вас заинтересовать. Ну или, правда, осуществление каких-то ваших мечтаний, каких-то ваших планов, которые вам казались иллюзорными, призрачными. Вы могли об этом только мечтать, а они раз и осуществляются. И вас это может действительно удивить. 5 кубков здесь у вас выпадает на, знаете, как возможность, как добиться вам успеха. А как можно добиться успеха по 5 кубков? Перестать оборачиваться на какие-то неудачи. Вот что-то по 5 кубков вас разочаровывало в прошлом, что-то не удалось, не получилось, но за его спиной стоит 2 кубка, которые наполненные, да, то есть полные. Здесь можно говорить о том, что человек не обращает на них внимания, а должен повернуться как раз спиной к этим пролитым и посмотреть на то, что целое, что есть, на те целые возможности, которые даются, которые предлагаются. И ошибкой будет, если вы откажетесь здесь от какого-то предложения. То есть вам нужно здесь перестать оборачиваться назад и на какие-то былые неудачи, которые у вас были. По 3 пентаклей здесь какой опыт вы можете получить в целом здесь от 2026 года. И вот здесь по 3 пентаклей, даже не знаю, в целом, если говорить именно про какой-то духовный такой для вас прогресс в развитии, 3 пентаклей, она больше про коммуникацию с другими людьми, про совместную работу, возможно, с другими людьми. Она о том, что вы здесь будете, возможно, опять-таки чему-то обучаться у кого-то, да, или участвовать в каком-то вот таком вот проекте или в каком-то совместном деле. То есть где-то вот
в группе людей работать, это может каким-то образом духовно на вас повлиять, отразиться на вашем развитии духовном. И вот как раз благодаря этому обмену опытом с единомышленниками важными вашими, так, ну и также здесь, возможно, будет какая-то ваше как проявление духовности ваше через конкретные действия, через конкретную какую-то повседневную вашу реальность, то, что вы в повседневной жизни делаете. Карта тройка пентаклей. И также, кроме этого, давайте еще остановимся немножечко на таких вот триадах, да, на триадах. Огненная, допустим, триада, это триада, которая соответствует первый аркан, это, первый аркан, первый дом, это, соответственно, паж пентаклей, дальше пятый — это девятка жезлов и карта короля жезлов. То есть здесь в целом, да, паж пентаклей, девятка жезлов и король жезлов — это огненная триада. Она показывает именно, как вы будете проявлять свой темперамент и, может быть, личное развитие, личностное развитие, да, по девятке жезлов. То есть настойчивость, такая целеустремленность в каждодневной, повседневной рутине, в каком-то изучении чего-то нового, то, о чем мы уже, собственно, говорили. То есть вы здесь будете очень настойчивы в том, что вы делаете, и в том, как добиваться здесь хороших результатов ваших. Дальше триада Земли. А триада Земли — это, соответственно, второй дом, то есть это восьмерка пентаклей, это шестой дом, то есть туз жезлов, и 10-й дом — это верховная жрица. И здесь у вас вот все, что по земной триаде, это все земное, это все стабильное и понятное. То есть восьмерка пентаклей, ваша работа, ваш успех, он будет основан и держаться будет на вашем желании действовать, на вашем желании каких-то перемен, может быть, перемен в сфере работы или перемен в том, чтобы поменять как-то методику, в которой вы работаете. И, возможно, по верховной жрице в этом ваша глубокая мудрость, или, возможно, вам здесь нужно какие-то ваши идеи, новые начинания держать до поры до времени в тайне, в секрете, не рассказывать окружающим о них, потому что как раз они могут привести к такому вот успеху и к какому-то вашему ощущению, опять-таки, стабильности и каких-то денег может вам принести. Дальше идет следующая триада, триада воздуха. И триада воздуха — это карта дьявола здесь у вас, то есть это третий дом, это 11-й дом, это девятка, да, пентаклей. И также это 7-й дом, то есть это восьмерка кубков. И вот здесь вот вместе с восьмеркой кубков, дьяволом и картой девятка пентаклей, когда мы говорим именно про триаду воздуха, можно говорить о ваших мыслях, о вашем ментальном состоянии, о том, что происходит в вашей голове. И вот здесь действительно может быть какая-то ситуация, где вы пытаетесь здесь, может быть, искать знакомств, соответствующих вам, но при этом они будут обузой такой или какими-то оковами на вас и могут вас разочаровать, восьмерка кубков. Либо вы здесь будете чувствовать, что да, вы как в золотой клетке, знаете, когда вот все есть, все могу себе позволить, все так замечательно, но при этом чувствуете себя как подавленными вот этой бытовухой или какими-то обязательствами, которые, может быть, да, или какими-то такими вот манипулятивными отношениями, токсичными отношениями. Вас это может расстраивать, вам хочется больше гармонии в этой паре, если мы говорим про существующие отношения. И если говорить про водную триаду, а водная триада — это, соответственно, 4-й дом, это карта шута, это 8-й дом, четверка кубков, и это 12-й дом, принц мечей, то здесь вы будете готовы действовать решительно, и вам нужно будет постараться не упустить хорошую возможность, которая вам дается, и которую вы, к сожалению, можете упустить, потому что будете чем-то разочарованы и будете смотреть на былые ошибки. То есть вы здесь можете вот в своей сфере чувств и в сфере ваших желаний действовать, чтобы познать какие-то новые грани возможного, да, по карте шута. Но при этом вы должны также научиться здесь не обращать внимания на былые ошибки. То есть все-таки, да, не пропустить этот кубок, когда он вам будет предлагаться. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для овнов на 2026 год мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!